Привет, армия. Помните, как Чингук сказал слова, которые всегда звучат у всех в голове? Артисты не виноваты? Сегодня эти слова звучали как никогда сильно. После всего, что случилось с Тэхёном несколько недель назад, казалось, что история повторяется. Только на этот раз мишенью стал Чингук. Снова те же слухи, старые и абсурдные истории, которые были опровергнуты много лет назад, циркулировали снова, как будто они были новыми, и вместе с ними ложные слухи, созданные, чтобы его принизить, очернить его имя без доказательств, без причины. Все началось с фотографии, которая внезапно была загружена. Фотография одного Чингука, без контекста и без явного источника. Сопроводительный текст был на китайском, и человек, загрузивший ее, даже не объяснил, откуда она у него. Они просто сказали, что фотография старая, и они не знали, что это Чингук, когда делали ее, что они нашли ее случайно. Но история не имела никакого смысла. Все это отдавало той же стратегии, которую недавно использовали против Тэхёна. Словно они хотят повторять один и тот же шаблон снова и снова. Одни и те же группы, одни и те же аккаунты, распространяющие ложные слухи. И что странно, они почти всегда исходят из одного и того же места. Сценарий повторяется, меняются только имена. Эти «счастливчики» всегда утверждают, что встречают Чингука или Тэхёна именно в тот момент, когда происходит что-то важное. Все кажется слишком простым, слишком спланированным. И если присмотреться, то можно заметить, что это всегда происходит, когда вот-вот должно произойти что-то важное, или когда компания хочет что-то скрыть. Невозможно не заметить, что за кулисами есть контролирующие руки. Компания, которая уже показала, как далеко она зайдет, чтобы отвлечь внимание, снова это делает. Они пробовали это с Тэхёном, а теперь делают это с Чингуком. Они пытаются ослабить их власть, приглушить свет, который они излучают, когда вместе. Несмотря ни на что, Тэхён и Чингук никогда никому не давали повода усомниться в них. Они всегда были последовательны, искренни и открыты в своих поступках. То, как они смотрят друг на друга, заботятся друг о друге и заботятся друг о друге, говорит громче любых слухов. Дело не в словах или внешности, дело в действиях, и эти действия очевидны в маленьких жестах. В том, как они молчаливо поддерживают друг друга, в том, как они всегда находят друг друга, даже когда, кажется, все вокруг пытается их разлучить. Эта клеветническая кампания не нова, она просто изменила форму. Но те, кто действительно следит за ними, те, кто знает их истории и личности, умеют отличать реальность от вымысла. Они хотят разделить, запутать и сбить с толку своих поклонников, как будто они могут стереть ложью то, что они создавали годами. Однако каждая атака лишь подчеркивает их важность и дискомфорт, который они причиняют тем, кто не может видеть, как они растут вместе. Вот почему важно не поддаваться этому, не поддаваться влиянию того, что кажется беспочвенным, сообщений, которые, кажется, появляются из ниоткуда, когда они находятся на пике своего успеха. Нужно смотреть глубже, вспомнить, что случилось с Тэхёном, как они пытались очернить его имя, и как все это вышло наружу. Теперь они повторяют ту же тактику, только на этот раз с Чингуком, пытаясь вызвать тот же эффект, но теперь уже нелегко обмануть тех, кто был свидетелем всего процесса, тех, кто способен распознать правду за шумом. Поступки Тэкука всегда показывают без слов, кому принадлежат их сердца. Более 10 лет Чингук и Тэхён разделяют связь, которая выходит за рамки видимого, любовь, которая растет во взглядах, жестах и молчании, которая говорит громче любых слов. Каждое мгновение между ними оставляет подлинное чувство связи, той, которая не принуждена и не запланирована, она просто существует. Когда их взгляды встретились, мир словно остановился на мгновение, было что-то в их взглядах, как будто они узнали друг друга среди всего, как будто больше ничего не нужно было, чтобы понять их чувства. Руки Тэхёна и Чингука, казалось, всегда тянулись друг к другу, даже когда они пытались это скрыть. Эти маленькие движения, почти незаметные, но все же, иногда короткая ласка, легкое прикосновение или улыбка, которая появлялась, когда ее не видели. Эти жесты выдавали привычку, привязанность и доверие. Это был их способ общения, не говоря об этом прямо, их способ поделиться чем-то, что было по-настоящему их. В каждом взгляде была настоящая привязанность, история, не требующая объяснений. Они столько всего пережили вместе, что-то легко, что-то нет, но они всегда находили дорогу обратно. В их отношениях была та естественность, которая возникает только тогда, когда два человека понимают друг друга без слов. Со временем они стали крепче, более мирными, более осознанными. Недавно Чингук рассказал нечто, что тронуло сердце всех, кто это слышал.
особенно Тэхён, который был рядом и смотрел на него с тем вниманием, которое он дарил только ему. Чингук сказал: «Я так счастлив после встречи с тобой, что смог так сильно полюбить тебя, потому что ты так тепло принял и понял мой юный, незрелый ум». Это было простое предложение, но полное искренности, оно не нуждалось в приукрашивании или драматизме. В этих словах чувствовалась благодарность и любовь, которые он носил в себе годами. Это было искреннее признание, сказанное от всего сердца, и те, кто его слышал, чувствовали это. Это был способ вспомнить все, через что они прошли. Им нелегко далось все это, им приходилось терпеть слухи, осуждения и комментарии, которые пытались преуменьшить то, что их объединяло, но время лишь подтвердило то, что многие уже видели, их отношения зависели не от того, что говорили другие, а от того, что они чувствовали. Хотя некоторые пытались исказить их историю или усомниться в них, их связь оставалась очевидной в каждом движении, каждом слове и каждой совместной встрече. Чингук и Тэхён научились относиться к своим отношениям спокойно, доверять тому, что они построили, им не нужно было ничего доказывать, потому что то, как они смотрели друг на друга и заботились друг о друге, говорило само за себя, трудности не разлучили их, наоборот, это на самом деле заставляет их еще больше осознать ценность единения. То, как они поддерживают друг друга, их безусловное присутствие, вот что делает их сильными, вот почему те, кто следят за ними и видит их рост, знают, что любовь Тэкука настоящая, глубокая и искренняя. Дело не в идеализации или сочинении историй, дело в признании того, что было всегда, честных отношений, выдержавших испытания временем и пристальное внимание окружающих. Те, кто верит в Тэкука, делают это, потому что они видели их такими, какие они есть. То, как они понимают друг друга с первого взгляда. Тэкук останется связью, которая не нуждается в объяснениях, потому что их история состоит из подлинных моментов, и пока они продолжают смотреть друг на друга с присущим им спокойствием и нежностью, ничто не сможет разрушить то, что они построили. Те, кто их поддерживает, знают это и продолжают верить не в слухи или видимость, а в то, что Чингук и Тэхён демонстрировали годами, постоянную, непоколебимую и искреннюю привязанность. И это правда, хотя это может показаться банальным, в том, как Чингук и Тэхён взаимодействуют, есть что-то неоспоримое, никто их ни к чему не принуждал, и все, чем они делились, казалось искренним, их взгляды, их мимолетные прикосновения, то, как они искали друг друга, не говоря ни слова, как будто они могли понимать друг друга без слов, было что-то в том, как они двигались вместе, что заставляло все вокруг исчезать, и это невозможно было подделать. Чингук не ведет себя так, с кем попало, и Тэхён тоже, нельзя отрицать, как они нашли и заботились друг о друге, и никто этого не замечал. Недавно Чингук сказал что-то, что тронуло всех, особенно Тэхёна, который был там, глядя на него с уникальным вниманием, которое было только у него. Чингук сказал: «Я так счастлив после встречи с тобой, что я мог так сильно любить тебя, потому что ты так тепло принял и понял мой молодой, незрелый ум». Слова не были длинными или драматичными, они были простыми и искренними, но они передавали суть. Все, что он держал в себе годами, молчаливая любовь, которая росла шаг за шагом, Тэхён слушал, не нуждаясь в ответе словами, можно было видеть, как его взгляд следует за ним, нежный, внимательный, наполненный чем-то неописуемым, штампами. Иногда они, казалось, не замечали, как сильно они придают друг друга маленькими жестами. Чингук ни на кого больше так не смотрел. И он не подходил с таким же спокойствием, и он не искал близости ни с кем другим, как с Тэхёном, и Тэхён делал то же самое. Были моменты, когда они просто смотрели друг на друга, и этого было достаточно. То, как Чингук наклонял голову, то, как Тэхён улыбался чуть шире обычного, то, как их глаза встречались и смотрели друг на друга, все это создавало своего рода безмолвный разговор, не нуждавшийся в объяснениях. Даже среди других людей или шума, им удавалось поддерживать связь, которая казалась невидимой для других. Было что-то в том, как они понимали друг друга, что заставляло время вокруг них останавливаться. Пусть даже на секунду. Не было никакой драмы или натужных широких жестов, просто естественное поведение двух людей, которые глубоко понимали друг друга. Каждый взгляд, каждая легкая улыбка, каждый маленький жест ощущался весомым, потому что исходил от искренней заботы и близости. Любой, кто внимательно наблюдал за ними, сразу бы это понял, у Тэкука был свой ритм. Его собственный способ общения, не требующий слов. Все, чем они делились, казалось простым, но при этом его невозможно было игнорировать. Чингук и Тэхён.
Знали, без лишних слов, что они были друг у друга, что между ними существовало взаимопонимание, которое не могло быть нарушено ничем и никем, и неважно, насколько оно было тонким, именно это делает каждый момент, который они проводят вместе, особенным, в этом нет ничего принужденного, просто они были теми, кто они есть. И именно это наполняет каждый их жест смыслом. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build